Ну, давайте с чего начать. Вот первый слайд, я тогда просто-напросто по нему отмечу, что здесь нарисовано и вокруг чего, в принципе, или с чего обычно вот я начинаю стартовать. То есть программа, написанная на некотором языке, который называется Пифагор. То есть разработана достаточно давно. Слева и справа от нее это две формы представления графа. Да? То есть программа является информационным графом. Получается, что та, что слева, это более подробное представление, потому что в языке всего лишь одна функция. Но так как функции могут быть константами, справа эти функции обернуты в дополнительные кружочки. Ну а по сути дела кружочек, который есть здесь слева, ладно, он вынесен просто отдельно потом функциям. Ну а далее, чтобы все-таки, вот как говорится, свою точку зрения начать излагать по какому-то определенному принципу, я начал с того, что вот привожу с того, как я смотрю на парадигму программирования. Здесь все на самом деле получается именно разделение по частям. И моя точка зрения, что вот эти все множество парадигм, их можно рассматривать просто с нескольких независимых аспектов. То есть один из независимых аспектов – это у нас то, что у нас есть определенные методы алгоритмизации. Ну, все мы знаем из этого, что есть императивное программирование, есть функциональное программирование, есть логическое программирование. Они все по-разному подходят, собственно говоря, к описанию одних и тех же алгоритмов. Есть другая, как говорится, часть, которую можно отдельно независимо выделить, это методы композиции, то есть как композицию делать программных объектов. Она тоже отделяется, и в данном случае мы их тоже все прекрасно знаем. И они образуют, например, такие подходы, как объектно-ориентированные, когда мы делаем композицию внутри классов, объектов, то есть инкапсулируя туда внутрь методы и состояния. Либо структурное программирование процедуры разделяется, например, с данными, то есть и делается разные абстракции. Другой вариант еще, тут можно отметить, что есть более высокоуровневые и низкоуровневые аналогичные композиции. Это вот модули, например, пространство имен и прочее, но они, в принципе, делают то же самое, что и вот эти базовые типы, то есть разделяя и властвуя, по сути дела, по данным и процедурам, например, или функциям. Следующий момент, это ключевой во многих языках, это, по сути дела, методы задания однозначности или методы типизации, то есть то, что определяет, как мы задаем в языках программирования вопросы, то есть решаем вопросы, связанные с тем, чтобы определить точность наших вычислений и их восприятия. То есть есть динамическая типизация, когда все определяется во время вычислений, есть статическая, когда все определяется на этапе компиляции, но есть бестиповые языки, которые, как ассемблеры и другие, определяют все это во время уже выполнения, не анализируя типа, а однозначность там определяется именно операционной семантикой, то есть теми командами, которые выполняются, а данные здесь это просто набор или совокупность байт, там, бит и всего остального, которые воспринимаются в зависимости от того, какая команда на них выполняется. Ну, из того, чтобы я сейчас еще отметил, это вот как раз четвертый пункт, то есть методы управления вычислениями, то есть то, вокруг чего я хотел бы как раз сегодня поговорить и изложить свою точку зрения на data flow, то есть на потоковые архитектуры и на потоковые языки программирования. Эта точка зрения касается как раз того, что мы можем иметь один и тот же информационный граф, но из тех, например, который был нарисован, и управлять ими различными способами. С чего у меня началось, просто краткий экскурс, вхождение именно в эту ситуацию. Это был где-то 80-й год, то есть я собирался как раз поступать в аспирантуру в команду Ленинградского электротехнического института, которая занималась параллельными системами, в частности процессорами, которые называются специализированные процессоры, процессоры для вычисления элементарных и специальных функций. То есть это был такой довесок к ES и VM, которые в свое время были. То есть VM единой системы. Читая Scientific American, я как раз наткнулся на статью о перспективных архитектурах, которая касалась, вот, по сути дела, процессора Денниса. И вот этот процессор как раз здесь и приведен, то есть он показан, то есть как он реализован, то есть у него было свое переключательное, как говорится, пространство. Я на нем сильно останавливаться не буду, просто продемонстрирую, то есть откуда это все началось. Далее пошли чтения и различные модели вычислений. Вот модель вычисления Денниса, которая здесь представлена с неявным подтверждением. Исходя из нее, просто вот появился у меня такой интерес. Как раз получилась первая моя кандидатская диссертация, касающаяся организации управления вычислений в процессорах потока данных. Поток данных – это data flow, то есть это как раз и есть. Но у него есть своя специфика, и эта специфика на определенные размышления стала наталкивать еще, когда дальше стала этим заниматься. То есть тот поток, который там имеется, он категоризируется, в нем имеется так называемое неявное подтверждение
целая серия моделей, которая при этом дальше была изучена, она касалась других подходов, связанных с организацией управления вычислениями, под тем же самым Dataflow. Там были модели Арвин-Гастелоу, то есть была модель Денниса Минсунаса, та же самая, с явными подтверждениями, то есть они по-разному относились к тому, как есть. Ну, тогда же была, вот, в общем-то, это все дело анализировалось на целой серии моделей, такие как сети Петри и все остальные. Со всего этого пытались сделать какие-то компьютерные системы. Потом пришли риск архитектуры и все, как говорится, угробили за счет того, что тактовая частота позволила переходить к последовательным решениям. И параллельные архитектуры традиционные на микросхемах низкой степени интеграции стали просто-напросто нерациональными. В дальнейшем тоже был определенный переход в другую команду, то есть после этого где-то год 89-й, это Ярославский институт проблем вычислительной техники. Была такая идея создать, как раз упала на меня, отработать модель, создать модель, связанную с обобщающей некоторый принцип вычислений. То есть этот принцип вычислений в то время он как раз попадал в так называемую рекурсивную векторно-потоковую систему, которая там разрабатывалась. Занимаясь обобщением этой модели, как раз я пришел к такой мысли, а почему бы это все не обобщить на потоки данных, то есть вообще абстрагироваться от вычислений. И вот одна из проблем, которая связана с текущей ситуацией, заключается в чем? Она заключается в том, что у нас имеется множество методов организации параллельных вычислений, что обуславливается тем, что все эти методы ориентируются на определенные классы архитектур. А раз классы архитектур у нас получается в данном контексте разные, отсюда и появляются системы с управлением с общей памятью, с распределенной памятью. Дальше появляются различные графические ускорители, у которых имеется своя специфика и управление множеством потоков данных с одним потоком программ. Ну и многое-многое другое. Все это выливается в то, что, например, переходить от одной архитектуры к другой, это значит, надо переписывать код. Другой вариант, который тоже встречался, это даже если мы работаем на одной архитектуре, например, MPI, то есть Message Passing Interface, любое изменение в балансировке системы, то есть изменение коммутаторов, изменение производительности узлов, ведет к тому, что программу тоже приходится перерабатывать, писать дополнительный код, который занимается автоматизацией балансировки. И вот эти все вопросы на разных конференциях, они как бы обходили, и был бы такой интерес, то есть для меня стало интересно, например, в работах такое, что нельзя ли написать программу так, чтобы ее потом трансформировать в разные архитектуры и каким-то образом в данном случае перейти к их решению. Но вот здесь некоторые ассоциации по этой теме. То есть если говорить о специализации в архитектур последовательных системах, мы все знаем, что есть такие специализированные архитектуры, которые опираются на программирование на языке ассемблера. Там каждая архитектура, она имеет свой язык ассемблера. То же самое в параллельных системах. Каждая архитектура, и, по сути дела, получается низкоуровневое архитектурное программирование, имеет тоже свой язык, который похож на ассемблер, хоть там применяются и команды, и языки высокого уровня, и библиотеки соответствующие, но в целом автоматизации здесь нет. Идеальный в данном случае в параллельном программировании вариант, который можно смотреть как частный случай и параллелизма, это последовательное программирование, которое практически можно выполнять на любых, как говорится, системах, но это такой частный случай, который не позволяет организовать параллелизм. Есть специализированные языки, то есть языки, которые в данной ситуации позволяют более интересно и более архитектурно независимо переносить программы, то есть, но они, естественно, упираются в то, что, опять-таки, такие языки, например, Norma в свое время встречался, язык для программирования дифференциальных уравнений, они являются жестко специализированными, то есть решают определенные только узкие классы задач. И вот возникает вопрос, а каким образом можно попытаться сделать такие языки, которые позволяли решать задачу обратного распараллеливания, то есть написать код, который был бы архитектурно независимый, обладал бы неограниченным параллелизмом, описывая задачу, а потом можно было этот параллелизм сжимать, преобразовывать в конкретную архитектуру. То есть решать обратную задачу, той задачи, которая сейчас решается именно чаще наоборот, то есть распараллеливание последовательных программ. То есть эта тема тоже очень давняя, с тех же самых 70-х, 80-х годов есть целая серия работ, которая этому посвящена. Как это, во что выливается, общая концепция, я сейчас просто очень быстро на этих слайдах хотел бы показать. Идея основная следующая. То есть у нас имеется информационный граф, по которому можно чисто логически определить, что и как он вычисляет. То есть практически это он отражает некоторые выражения, которые
может быть записано на любом языке программирования. Но когда мы начинаем уже описывать управление вычислениями, здесь вот пунктиром как раз показан управляющий граф. Мы можем сначала выполнить сложение, потом деление, потом умножение последовательно. Можем деление выполнить, потом сложение, а потом снова умножение. Мы можем, как говорится, выполнить сложение в императивных системах, потом умножение, потом деление, но ясно, что при этом произойдет неправильное вычисления, да, но в целом этот подход говорит о том, что мы можем, в принципе, в последовательной системе управлять как хотим. Но почему мы это не делаем? Потому что у нас нарушается логика. Логика между управляющим графом и информационным графом. Мы можем добавить пару операторов управляющих на третьем рисунке справа, в котором мы видим, что добавился оператор, который расщепляет управление, одновременно запускает два. Но так как мы не знаем, какой из них быстрее выполнится, мы их снова синхронизируем. То есть и в результате у нас и собирает управляющие сигналы и запускает умножение. Идея, которая здесь как бы была такая, а может быть тогда просто отделение послать, как говорится, стрелку вниз, да, сразу. Но кто говорит, что в реальной архитектуре с конвейерами и со всем, как говорится, ну, особенно это, если у нас еще какие-то дополнительные накладки имеются, деление выполнится, будет выполняться дольше, чем сложение. Это тоже не факт, потому что асинхронность ведет к тому, что все равно управление мы должны завязывать жестко. Следующий этап, раз у нас есть такие дополнительные примитивы, мы можем их связать с явным управлением, задавая при поступлении А соответствующим управляющим оператором, Б, С и Д. Результат еще раз тоже синхронизировать и получаем граф. Но вот здесь как раз мы и переходим, по сути дела, к первой схеме, что у нас управляющие сигналы, по сути, идут по информационным связям. И, следовательно, мы можем управляющие вот эти операции объединить с операциями выполнения. И вот получается как раз то, что получается в Dataflow. У нас получается, что можно описать управление и информацию одним и тем же потоком, и таким образом реализовать некоторую схему управления по готовности данных. Но вот здесь самая простая схема, которая говорит о том, что у нас мы должны получить результат, прежде чем подать новые данные. Ну, то есть стандартная схема для вычисления в любых современных программах, ну, говоря последовательных. Однако часто вот именно Dataflow рассчитаны на конвейеризацию, и конвейеризацию, если явным образом задавать, нужно посылать обратные сигналы, то есть организовывать подтверждение, которое не позволяло бы производить вычисления до тех пор, пока не освободятся данные на выходах соответствующих вершин, соответствующих узлов. Иначе следующий оператор может выполниться неправильно. И вот эти тоже так называемые явные подтверждения, точно так же они совпадают, если посмотреть внимательно, тут в этом плане не очень нарисовано, совпадают с, как обратные связи по тем же самым информационным связям, поступая в соответствующие узлы. И, следовательно, мы вот получаем ту же схему, описывающую через управляющие сигналы, которая была в системе, как говорится, или в модели Денниса Мисунаса, и она, по сути дела, показывает, что более сложная схема – это схема с обратными связями и обеспечивающая не только обработку одного потока данных, но и потоков данных именно в режиме конвейеризации. В результате мы пришли к тому, что достаточно информационного графа, чтобы описать задачу, потому что на него можно неявно наложить управление, и вот появляется тот же самый Dataflow. То есть в своей ипостаси, но основная его специфика в чем заключается? В том, что система в данном случае, по сути дела, это функциональное программирование, то же самое, потому что здесь мы напрямую связываем функции, а не используем дополнительные ячейки памяти, и это говорит о том, что в данном контексте получается выполнение задачи, решение задачи в соответствии с тем, как у нас увязан именно информационный граф. Что из него дальше следует? А дальше вот как раз следует то, в принципе, на чем я защищался в свое время, как говорится, с кандидатской, что у меня в дальнейшем привело к определенным трансформациям, это то, каким образом все управления увязать в некоторые разнообразные стратегии управления вычислениями. То есть предыдущий просто пример показывает, что мы должны чем-то управлять, либо явно, либо неявно. И вот исходя из этого получается следующая схема. То есть чем мы управляем? Если рассматривать, что у нас все вычисления идут в вычислительных ресурсах, как вот здесь приводятся, например, ресурсы какие-то есть, то эти ресурсы можно тоже считать информацией, то есть с точки зрения процессов. Процесс – это как бы инверсия ресурса, да, то есть в ресурсе выполняется процесс, следовательно, процесс потребляет ресурс как информацию. И вот здесь оно как раз зелененькими показано, что это у нас идет информация о ресурсах.
Данные поступают по соответствующим сплошным линиям информационным связям, то есть по управляющим связям поступают сигналы, которые как бы, как некоторый такой импульс, запускают соответствующие функции, когда это необходимо. И вот условия готовности к выполнению тех или иных операций, они прописаны вот здесь следующим образом. То есть у нас имеется условие готовности данных, то есть мы не можем запустить ту или иную функцию или тот или иной процесс, если у нас нет данных. Ну, это естественно, да. Второе условие готовности заключается в том, что если у нас нет ресурсов, то мы тоже не можем запустить. И, следовательно, для этого информация о ресурсах тоже должна быть выставлена. Порядок выставления здесь не столь важен. Ну и третий вариант, это как раз вариант с подтверждениями. Мы не можем запустить выполнение какой-то операции, например, следующей операции, по той причине, что она, если мы ее запускаем не синхронизируя ни с чем, она уничтожает те данные, которые здесь могут быть и использоваться еще не обработанные. И вот это как раз определяет следующий вариант запуска, который называется описание, то есть условия подтверждения. Подтверждение готовности к выполнению за счет того, что ресурс освободился от предыдущей задачи. И вот эти три условия готовности, они как раз и определяют сам по себе принцип осуществления и момент запуска, вот в данном случае, вот этой операции. Еще одно, что здесь увязывается, это как раз управление тем, как мы этими управляющими сигналами управляем. Ну вот берем и последовательно программу пишем, да, здесь все ясно. Мы как хотим, так и ставим эти операторы в императивном языке в том порядке, в котором мы считаем, что они должны выполняться. Это особенно явно проглядывается на языке ассемблера, например, да. Там каждая команда выполняется в соответствующем порядке, все переходы делаются в нужный нам момент, да, и это определяет явное подтверждение. Исходя из этого, явное подтверждение имеется вот во многих языках, и мы в том числе и параллельных, то есть запуская, например, потоки, мы говорим pthread create, prethrate, там, то есть запускаем функцию соответствующую, pthread wait, там, и еще что-то, там различные синхропримитивы, семафоры, они все рассчитаны на то, что мы поставить должны их в нужном месте, иначе у нас все правильно работать не будет. Неявное управление вычислениями. Но, с одной стороны, например, такой пример, как функциональный язык или декларативный язык, мы пишем программу, а уже управляющий граф определяется чаще всего компилятором там, или даже интерпретатором. И там порядок вычисления определяется уже исходя из той схемы, которая от нас не зависит, и, следовательно, мы о ней даже думать не можем. Но как она определяется? Вариантов тут тоже два получается с точки зрения вот именно архитектуры вычислительных систем. Первый вариант – это автоматом. То есть автоматически, то есть система построена так, что мы не думаем о том, а на каком ресурсе, на каком ядре, на каком узле что выполняется, потому что это либо занимается сама система, либо чаще всего операционная система, которая начинает распределять. Уровень микроархитектуры, естественно, если это идет речь именно о многоядерных системах. А другой вариант как раз заключается в том, что мы ничем не управляем, системой ничем не управляем, потому что это очевидно, это будет выполняться само по себе, в том случае, если у нас она так устроена, что специальных сигналов, там, ни подтверждения, ни снятия данных нет, потому что они всегда в тот момент, когда мы запускаем, находятся в нужном состоянии. Ну, самый простой пример такой. Вот на улице идет, как говорится, определенная погода, да? Там есть термометр. Мы снимаем информацию с термометра в любой момент, когда мы хотим, да, то есть и в данной ситуации мы используем ту информацию, считаем, что она как раз актуальна, готова, не думая о том, что послать этому термометру сигнал для того, чтобы посмотреть. Ну, с явным управлением другая схема, да, у нас есть телефон, где мы хотим посмотреть, или мобильник, да, мы нажимаем на кнопку, и здесь мы явно управляем анализом температуры. Вот в чем здесь как бы отличие. И вот исходя из этого мы получаем здесь как бы в общем случае три варианта. И вот эти три варианта, если на них глянуть по множествам условий готовности и по множествам способов управления вычислениями, в целом вытекает, что мы можем построить 27 различных вариантов стратегии управления вычислениями, если мы говорим об архитектурах вычислительных машин. Но это имеется в виду чистой, то есть в каждой системе на самом деле получается, они там сочетаются, используются. Но вот это все надо как бы учитывать, например, когда идет разработка архитектурной системы. Но так как мы больше занимаемся, и вы тоже, я так понимаю, языками программирования, да, чем архитектурами, тут возникает другой вопрос. А как это отображается на сами языки, на которых мы пишем код? На код это отображается 8 стратегий управления. Почему? Потому что вот эти все автоматическое управление и
это отсутствие управления говорит о том, что мы просто этим не занимаемся, мы не пишем соответствующее управление, оно для языка программирования вытекает как само по себе. И исходя отсюда мы имеем некоторое сжатие, то есть у нас есть явное управление, когда мы четко в языке задаем, что в какой последовательности выполняется, и есть отсутствие, то есть неявное управление, unevident в данном случае, которое говорит о том, что у нас есть. И вот исходя из этого, для тех же самых 3 условий готовности, ресурсами мы как-то должны управлять, обратными связями тоже, если у нас конвейерная система, и данные тоже должны быть готовы. Есть вот как раз получается 2 в кубе, и получается вот это число 8. То есть и получается, что мы можем создавать по организации управления 8 разных стратегий управления, и таким образом это все должно отображаться на языке программирования каким-то образом. Здесь можно опять сказать следующее, что если мы говорим об языках программирования, хотелось бы иметь архитектурную независимость, параллелизм, то есть все в более сокращенном виде, это значит, надо как можно быстрее, то есть больше убрать явного управления. И вот, убирая явное управление, мы должны привести к какой стратегии, которая бы нас больше всего интересовала. Это вот стратегия, которая всем управляем неявно. То есть идеальная стратегия, раз мы ничем, то есть явно ничем не управляем, это самый крутой язык с точки зрения того, на который мы можем реализовать и который мы можем использовать. Системы, которые есть, вот вычислительные, которые используют одно из подмножеств. Я вот привел вот такую машину, которая называется аналоговой вычислительной машиной. То есть, может, как говорится, кто-то встречался когда-то с ней, но вот я встречался, даже одно время там у заочников преподавал, как говорится, программирование на этой машине. В чем ее основная идея? Это набор операционных усилителей, в данном случае 6, по-моему, или 7 операционных усилителей, которые обеспечивают специализированное решение дифференциальных уравнений, ну, значит, максимум до 6-го порядка. Это MN7 машина. Как мы ее выстраиваем программу? Мы программу выстраиваем тем, что между нужным нам числом, там сколько в уравнении у нас есть, да, в системе, на наборном поле соединяем операционные усилители в соответствующую схему, выставляем коэффициенты. После этого даем на педаль, то есть и у нас на дисплее, на экране, как говорится, осциллографа, либо вот на этих стрелки там стоят, с точностью до 20% отображается результат вычислений. Тем более, даже если он циклический, то есть она так будет обрисовать разные фигурки или сажу, или еще чего-то, ну, в зависимости от того диффура, который мы собираемся решать. И вот идея в чем заключается? Информация. Мы ей не управляем. Почему? Потому что аналоговые сигналы идут и идут. То есть по этой схеме, то есть они перетекают с одного операционника на другое, используют обратные связи и таким образом решают эту задачу. Управление ресурсами. А чего им управлять, если мы все соединили, как говорится, осталось только нажать кнопку, и у нас нет такого дискретного управления, чтобы с новым заниматься. Ну и обратные связи. Раз аналоговый сигнал, это, следовательно, готовность данных у нас не подтверждается ничем, оно отсутствует. И вот такая схема получилась. Но вот с точки зрения языка программирования здесь немножко как бы ниже прорисовано то, что хотелось бы иметь в идеале. В идеале тоже, на что вот опираюсь именно я дальше, и, как говорится, тот язык, который мы разрабатывали, и продолжать будем заниматься этими языками, это язык, который ясно, что в дискретных системах мы пустое управление создать не можем. Поэтому надо сделать автоматическое управление по готовности данных. То есть данные готовы, когда они поступили. Поэтому автоматом мы должны это дело определять на уровне языка. Дальше. Ресурсами управлять. Ресурсы тоже управляются чаще всего автоматически, то есть система должна их распределять, мы не должны четко назначать ресурсы, иначе у нас программа, в ней появятся дополнительные управляющие связи, которые не будут, например, совпадать именно со схемой управления. И последнее, это отсутствие управления подтверждениями, которые... Почему? А это все тоже очень просто. Для того, чтобы убрать управление подтверждениями, мы просто-напросто убираем конвейеризацию. Раз мы убираем конвейеризацию, значит мы просто запускаем очередной код, да, в программе и его выполняем. Но тут скажут так: ребята, а циклы? Циклы всегда конвейеризируются. И вот, собственно говоря, процессор Денниса, он как раз и рассчитан на то, чтобы правильно синхронизировать конвейеризацию циклов, потому что есть обратная связь. Что делать с обратной связью? Ну и вот здесь возникает такая вот общая концепция, включая и обратную связь. То есть она вытекает в то, что обратная связь это просто-напросто реализуется через рекурсивное описание. То есть рекурсия это что? Это значит, мы можем выделить новый ресурс и в этом ресурсе исполнять без обратной связи, используя те результаты, которые были на предыдущем. И таким образом рекурсивно дальше двигаться. И вот те концепции, которые закладывались в саму идею, но в первую очередь в модель, а потом уже в язык, и как раз касались того, что мы говорим о том, что если мы хотим создать архитектурно независимый, то вместо одного ресурса, как в последовательном вычислении, почему бы не ориентироваться на неограниченные ресурсы?
То есть мы говорим об языке. Язык это то, что так вот болтает, да, как у меня сейчас, да. В результате это не значит, что это надо, как говорится, сразу в архитектуру воплощать, а нужно каким-то образом трансформировать. Следующий пункт заключается в том, что операции по готовности данных. Ну, это, в общем-то, понятно, то есть неявное подтверждение, то есть неявный запуск, и не нужны какие-то дополнительные управляющие связи. Программа не имеет циклов. Но вот как раз обратная связь, рекурсия позволяет прекрасно избавиться от циклов, и таким образом, раз у нас постоянно все новые и новые ресурсы, она их занимает, как они потом будут освобождаться сзади, да? Как почищаться. Но здесь уже вопрос опять техники реализации, техники трансформации. Для повышения эффективности используется специальная программно-формирующая операция. Это вот я в свое время заимствовал из работ, как говорится, по такую идею, которая была у Бекуса, его тьюринговой лекции «Can be programming be liberated from phoneme style?» да? То есть свобода от фонейменовского стиля, может ли быть такое программирование. Поэтому аксиоматически, чтобы у нас был более мощный язык, с точки зрения описания параллелизма, нужно ввести специальные конструкции. Следующее. Параллелизм на уровне элементарных операций. Но если посмотреть, особенно как это было раньше, был параллелизм на уровне ветвей, параллелизм на уровне подпрограмм, параллелизм еще где-то, но сейчас вот многопоточность. То есть всегда обязательно присутствовала последовательность. А зачем, если сразу элементарная операция у нас есть, если нам нужно создать последовательность, мы просто-напросто трансформируем управление в последовательную часть для этой системы. Ну, например, распараллеливание идет на уровне функции, а не на уровне элементарных операций внутри функции. Мы просто граф перестроили управление, оставили тот же самый информационный граф. Вот, и программа информационный граф, ну, это уже, как говорится, вот базовая, да, и выбор операций, определяющих примитивный языка, как раз ориентирован на текстовое представление информационного графа. Это как раз для того, чтобы создать язык именно в текстовой форме. Хотя никто не говорит, что можно и создать и графический язык, но такие попытки у нас были неоднократно, ни к чему хорошему это не привело. То есть картинку вы уже увидели одну, в которой мы пытались реализовать. Таких картинок у нас было много, задач на дипломников и других, как говорится, ребят было тоже много, но в результате ничего не получилось. И все вылилось, в принципе, в базис языка, который в данной ситуации имел следующую модель вычислений. То есть у него были так называемые обычные списки данных. Это список данных, который у нас синхронизирует данные, по сути дела, как data flow, готовность данных. У него есть такой список, как параллельный список, который используется, по сути дела, на выходе у него получается кратность n тех данных, которые поступают на вход, то есть просто пропускает асинхронно данные дальше. Группировка здесь имеется в виду, то есть как, по сути дела, в операторах языков for each, там, for all параллельных, когда идет именно пропуск данных на множество операций. То есть, это сокращенная запись, чтобы язык был более компактный. У него есть пунктиром выделена так называемая операция или еще задержанный список, он в фигурных скобках обозначается, который используется для того, чтобы задержать какие-то вычисления, пока они не раскроются. Но это для того, чтобы организовать условия. То есть в языке нет условных операторов. Язык представляет чисто информационный граф, который является безусловным. А выбор нужного направления ветвления осуществляется так же, как это осуществляется в различных языках и системах с использованием указателей на функции, да, если уйти на самый нижний уровень организации, когда селектор позволяет выбрать ту функцию, которую мы запускаем дальше через указатель, и она запускается в нужной точке в зависимости от тех условий, которые нам необходимы. В языке всего одна функция была. Это функция, которая называется оператором интерпретации. В чем ее идея? Идея как раз сверху прописана, то есть некоторый узел, у которого один аргумент является функцией, другой данных, и она интерпретирует в соответствии с тем набором данных, который здесь поступил. Он может предварительно вычислиться еще перед этим, и те данные, которые есть, они поступают как единый набор, то есть получается функция двух аргументов. Она записывается, если функция константа, ее можно нарисовать и вот так вот было, да? Это если на графе. А в целом она записывается вот таким вот образом, то есть постфиксная запись x двоеточие f говорит о том, что данные поступили есть. Аналогия объектно-ориентированного стиля написания. Инфиксная форма, это стрелка вот это вверх, да, f от x именно записывается так. В целом и то, и другое эквивалентно вот этому f от x. Язык разрабатывает разработчик, да, и в ходе вот этих разных манипуляций вырабатывается своя схема. И вот эта схема, она определяет определенную аксиоматику как раз работы этих операций. Красивая она или некрасивая, как сказать тут. Была идея попытаться сделать так, что мы, читая сверху вниз,
текстовый код, читаем, по сути дела, вот эту функциональную программу. Для этого вот как раз и была использована и инфиксная, и постфиксная форма записи. Но если говорить о ELang, там как бы тоже разные вот эти интерпретации, которые позволяют смотреть как на объекты и как на процедурные вещи. То есть то, что вот мы использовали в проекте, связанном с C2EVA, да, то есть как раз мы чаще всего делали обертку функциональную вместо объектной, потому что она нам позволяла лучше отобразить возможности языка C. И вот здесь мы видим, что для того, чтобы сложить А плюс Б, например, мы делаем плюс префиксный или постфиксный. Я, честно говоря, привык больше к постфиксной записи, то есть она мне больше нравится. Но эксперименты, когда мы проводили с ранними версиями, мы и те, и другие писали. Синус как бы записывается тоже можно таким вот образом, ну и более сложное выражение. Вот дальше приведен пример там, вычисления дискриминанта. Ну вот пример факториала, да, то есть который описывается как раз с различными здесь моментами. Я просто хотел бы на нем быстро прокомментировать, если вопросы потом будут, можно обсудить и вернуться. Идея заключается в том, что мы как раз описываем его с помощью всех этих операций, различные его варианты использования. Ну и в языке имеется такое понятие, которое определяет аксиоматику, как алгебра программ. То есть это опять-таки я в свое время заимствовал у Бекуса, то есть начитавшись, как говорится, и про его язык FP, да, и вот эту работу. И вот я просто тогда по ходу покажу, что тут есть. По ходу имеется следующее. Преобразование параллельных списков. Что такое параллельный список? То, что задается в квадратных скобках. Если у нас есть, например, операция плюс над некоторым параллельным списком, она выполняется над всеми его элементами, то есть она аксиоматически преобразуется в набор вот таких параллельных операций. Язык в данном случае с динамической типизацией, с произвольными типами данных получился, то есть это язык именно в режиме интерпретации. Мы можем одновременно выполнять над одним набором данных несколько операций, вот они заданы, плюс, минус, умножить, разделить написано, и у нас одновременно, то есть это все разлагается в цепочку вот этих разных операций. То есть получается один поток данных, множество потоков команд. Если у нас имеется и то, и другое, то идет просто-напросто, как говорится, произведение разных комбинаций. И вот разные комбинации, по сути дела, образуют некоторый такой многомерный список. В дальнейшем, если там есть его синхронизация, например, круглые скобки, общий список, они трансформируются в отдельный вектор, в один поток. То есть это уже техника. Что здесь в программе? В программе есть у нас, как говорится, список из поступившего x и константы единицы. Когда поступает x, автоматически запускается две операции меньше либо равно или больше либо равно. На выходе получается в результате true-false, да, то есть при этом может быть несколько true, то есть это как бы планировалось на то, что если у нас есть некоторые нечеткие вычисления или еще что-то, без разницы сколько вариантов, то есть у нас используется при реализации, и поэтому тут комбинации могли быть разные. То есть вот параллельный список. Далее, селектор. Селектор здесь реализуется вот сверху, в данном случае на примере показан, то есть это функция, по сути дела, индексации. Но индексация здесь решено было сделать так. Любое целое число индексирует и считается, что это функция. То есть поэтому мы можем его вычислить по ходу, оно как функция подставляется. И вот эта идея без специальной функции индекс позволяла как бы реализовать напрямую вычисление всех индексов и использовать их в программе. В данной ситуации была даже там реализована такая идея, что если число отрицательное, этот элемент выбрасывается, как говорится, из списка, который на выходе формируется список без этого элемента. Если значение равно нулю, то это ошибка, да, то есть там ошибки это был отдельный набор данных реализован. И вот в данном контексте вот как раз показано, что в зависимости от того, что мы используем, то есть с разными числами, получаем разные значения. Но вот здесь имеется еще знак вопроса. Вот это тот селектор ключевой, который определяет, а как нам ветвиться. Знак вопроса, после того, как мы получили список из true-false, он выбирает номера истинных значений. И вот эти истинные значения мы можем использовать для того, чтобы делать селектор. Исходя из этого, то есть в программе, когда мы вот пишем вот в данной ситуации проверку больше, меньше, равно, получили true-false в той или иной комбинации, знак вопроса дает нам значение 1 или 2, и у нас выбирается одна из ветвей выполнения этого кода. Ветвь, которая связана либо с вычислением, в данном случае, вот этого задержанного списка, либо вот с передачей вот здесь вот единицы, вот здесь идет селектор, который, в общем-то, дальше выбирает, вот он селектор, да, по этой части, по этой dataflow, он выбирает либо единицу, либо 2, выбирает значение, которое поступает дальше. Раскрытие задержанных списков, тоже интересный момент, но он не такой, как бы, как нам... И запустить в тот момент ту задержку, которая у нас была вот этот контуром обозначена, и здесь она обозначена фигурными скобками. Она запускается тогда, когда у нас
этот список попадает на операцию интерпретации. Он либо попадает как функция, либо попадает как данные, тут без разницы. И тогда он раскрывается, и все, что внутри него, оно начинает выполняться. Для того, чтобы, вот, например, вот здесь раскрыть, имеется точка, потому что здесь нужна пустая операция по аксиоматике языка, которая бы позволила просто-напросто этот список реализовать, запустить и пропустить его дальше. Ну а дальше оно уйдет на return, и оно возвращает результат. То есть сначала была функция, но потом там поменяли. Вот общая идея языка. Ну, понятно, что, как говорил Изоп, к уродству привыкаешь, да, вот мы привыкли, поэтому как бы с ним постоянно работали, и вопрос понимания семантики нет. Я думаю, когда так вот сходу, да, это, конечно, может быть получиться сложновато для восприятия, но в целом получился такой data flow язык, на котором можно писать разные программы. Я здесь привел пример программы, в которой, наверное, сильно вникать не надо, да, но основная идея следующая. Идея сложения суммы элементов некоторого массива, да, массив представляется списком, так, n элементов. Реализуется это каким следующим образом. Ну, вот здесь как раз используется просто для возврата префиксная форма записи. Я то же самое мог в конце написать здесь двоеточие, точка и return, но решил, что вот как бы возвратить ее в функциональном стиле, написать вот так вот. Дальше идет что? Дальше идет сравнение трех вариантов. Варианты меньше 2, равно 2, больше 2. Если меньше 2, то это единица, да? Так как у нас поступает список, а нам нужно возвратить значение число, то в этом контексте вот здесь операция после двоеточия сделать параллельный список, она делает из списка, по сути дела, когда он из одного элемента, скаляр, который возвращается как значение вектора из одного элемента. Если у нас получается здесь значение параметра, состоящее из 2 элементов, мы просто их складываем. Ну а если больше, то делается следующим образом. Диапазон как бы забирается 1 с шагом 2 нечетных элементов, в другой диапазон с шагом 2 четных элементов, и каждый из них рекурсивно дальше начинает разваливаться до тех пор, пока в конце не получится либо один элемент, либо 2 элемента. Получается вот такое каскадное суммирование, но по сути дела это дихотомия, которая обычно и используется. Это вот именно попытка написать максимально параллельную программу с использованием того базиса, который есть, один из вариантов написания такого кода. Ну, там есть другие, но это, наверное, как говорится, уже не стоит. Что мы свое дело сделали? То есть это вот примерно работа 2004 года, то есть создали в принципе некоторый интерпретатор, он лежит у меня на сайте, то есть на Softcraft, да, то есть и в принципе он до сих пор рабочий, иногда вот на нем разные дополнительные программы и сейчас проверяются, отрабатываются. Он позволяет в среде, ну, сделан был под Windows, то есть позволяет, как говорится, что-то проверять, делать и проверять, как этот язык работает и писать код. Были написаны библиотеки математические, строковые библиотеки на данном языке, то есть те, которые были в языке C, да, есть точнее в языке C, вот мы их повторили. Другая среда, которая в свое время разрабатывалась, это на Qt, была среда реализована так, что портируемая между Linux и Windows, но вот под Linux там, к сожалению, компилятор остался не юникодовский, который был раньше, поэтому там возникают вопросы вот именно при наличии русских букв и других, то есть поэтому я сильно даже ей как бы не пользуюсь, но иногда. В целом, если посмотреть всю систему, да, которая была, ее можно отметить, и вот куда это все шло и продолжает идти следующим образом. То есть что у нас было, да, вот цепочка посередине. Разработан язык программирования Пифагор. То есть это вот как раз функционально потоковый, то есть functional data flow, будем так говорить, язык, который обеспечивает написание программ. И вот здесь дальше пошло что? То есть то, что было реализовано в начале, вот это был интерпретатор. И у этого интерпретатора есть такой пошаговый простой отладчик, который позволяет смотреть, что как работает, то есть и проверяя семантику, то есть и находить ошибки, то есть вот эта часть была как бы сделана. Дальше идея развивалась следующим образом. Мы говорим о том, что у нас язык позволяет выстраивать программу в виде информационного графа, а теперь нужно на него накладывать разные управляющие графы. И вот пошла работа в следующем направлении. Компилятор. Компилятор создает граф на выходе информационный уже во внутреннем представлении, ну и он сохраняется в каком-то представлении, это чуть ниже. И так называемый реверсивный информационный граф. То есть что он делает? Он вот эти прямые связи, которые были нарисованы вниз, он в обратном порядке разворачивает. Для чего? Для того, чтобы каждый следующий оператор знал, откуда взять данные, когда его запускают. По этому графу дальше выстраивается управляющий граф, который внизу. Управляющий граф — это как раз то,
что у нас позволяет запускать операторы, передавая им сигналы управления. Естественно, вначале это выстраивается по графу информационному, по сути дела, управляющий граф, соответствующий информационным связи. Получается, что мы накладываем на граф data flow управления, да, то есть управление по готовности данных начальное. И вот дальше вокруг этой схемы начинают развиваться другие моменты. Другие моменты заключаются в том, что вот этот информационный граф, который построен, можно оптимизировать, выбрасывать лишние узлы и так далее, то есть из него, и таким образом решать задачу более оптимального представления. То же самое можно делать и с управляющим графом, да, оптимизировать его и переводить его в состояние, когда мы можем, используя управляющий граф, то есть делать на нем различные преобразования, в том числе убирать неоптимальные связи. Dataflow много таких связей содержит, потому что они как бы дублируют многие связи, то, что уже готово, оно еще позволяет, так как из одной точки информация идет в разные точки, и управляющие связи, следовательно, тоже идут в разные точки. Можно убрать, как говорится, под конкретную стратегию, заузить параллелизм, вплоть до последовательного просто-напросто нарисовать, как говорится, между ними последовательное управление между этими связями. Формальная верификация – это то, что позволяет, на наш взгляд, и лично на мой, по крайней мере, более просто формально доказывать, потому что все вот эти ситуации, связанные с конфликтами, тупиками, они чаще всего именно ресурсные конфликты, которые в параллельных алгоритмах при распараллеливании из-за использования ограниченных ресурсов накладываются на программы. Здесь больше логика у нас неограниченного параллелизма, поэтому анализ сводится именно к анализу корректности логики построения. Поэтому здесь, как говорится, вот это есть. Другая ветвь, это вот как раз преобразование в другие архитектуры, то есть здесь связано с тем, что такой несколько подвисший момент, исходя из того, что на это, мне кажется, нужен язык более такой точный, статически типизированный, ну, то есть где-то года 2 я начал писать этот компилятор, он как бы на гитхабе у меня завис, переезды и все остальное, это привело к тому, что пока забыть. Ну и в связи с тем, что здесь у нас изменяется вот как раз концепция, и то, что вот в универсальном именно вычислениях я не сторонник именно data flow машин, здесь как раз и говорится о том, что концепция была, прорабатывалась некоторые машины событийной, да, которые по управляющему графу запускают узлы реверсивного информационного графа, тем самым, как бы, оптимизируя граф, мы можем оптимизировать и управление, если это нам очень хочется, то есть сделать управление более оптимальным. Ну а если есть data flow машина, то оставляем управление, например, как оно есть. То есть такие вариации тоже возможны. Ну и вот, если сам реверсивный информационный граф, он выкладывается вот в такую примерно форму на выходе, то есть это ясно, что основная эта идея, это использовать его внутреннее представление, но как-то его надо смотреть. У нас каждый узел просто-напросто прописывается отдельно, узлы между собой связываются по номерам этих связей, константы передаются в отдельные, как говорится, функции передаются точно так же в этот граф. Но я его привел как бы для того, чтобы показать, что в результате получается. В результате мы получаем вот этот граф, и граф-виз позволяет его полностью выстроить в обратном порядке, используя. То есть, и вот на основе уже вот этого информационного графа, вот на этом графе строится управляющий граф. А управляющий граф – это вот как раз то, что идет пунктиром, то есть и задается некоторое начальное стартовое положение в этом графе, ну вот в текстовой форме оно представлено. Задаются узлы этого графа. Каждый узел, по сути дела, это некоторый операционный автомат. Операционный автомат, который имеет свое внутреннее состояние. Здесь используется как бы в концепции асинхронного программирования и модели параллельного программирования для синхронных систем, ну, начиная там с сетей Петри и прочих, что у нас события во времени все упорядочены, как говорится, последовательно, да? Но недетерминированность событий, она идет тем, что порядок может изменяться. То есть это стандартная схема для асинхронного управления и для синхронных моделей данных. То есть тут уже, как говорится, ничего нового нет. Параллелизм в данном случае заключается в том, что одновременно выполняется действие, но не одновременно формируются события, или сигналы, которыми эти действия управляют. Ну, по графу передаются сигналы. Сигнал – это такой мгновенный импульс считается с точки зрения потока. И в данном контексте, то есть это все в конце выливается в то, что вот такую машину, то есть на уровне, например, каждой отдельной функции можно было построить. То есть каждый узел можно распараллелить в соответствии с этим, то есть имеется некоторый поток вот этих событий, как последовательность. Они поступают на обработчик, а дальше в зависимости от обработчика они либо идут на обработку данных, обработчик данных,
Если сигналы говорят о том, что выполнить какую-то функцию, например, там синус, да, либо идут вершины управляющего графа, снова поступают, им изменяет состояние этих вершин. В конце концов, вершина, когда окончательно изменилась, она снова поступает вот в эту очередь или в поток событий на обработку напрямую или через очередь. Вершины информационного графа, когда они завершают работу, они выдают сигнал опять-таки в эту систему, что они завершили, и вот так вот по управляющему графу уже, именно по управляющему графу идет круговерть этих сигналов. То есть информационный граф служит именно для вычислений, а управляющий граф для управления. Из того, что бы я хотел отметить с точки зрения вот именно тех концептов, которые мне кажется интересны, и так кратким примером привести, хотя это все прописано, в принципе на сайте тоже статьи есть, это что дает именно использование неограниченного параллелизма. Один из вариантов, вот я на примере программы сортировки, то есть в данном случае хотел бы привести, чтобы кратко показать, что куда это может идти. Сортировка перебором, да, это сортировка, когда мы сразу начинаем сравнивать каждый с каждым, да, все результаты сравнения записываем в некоторую матрицу, и дальше в каждой строке, например, складывая элементы, получаем индекс, куда, на какое место при сортировке поставить тот или иной элемент. Такие велосипеды обычно изобретаешь вначале, а потом оказывается, что они уже есть. Такой алгоритм потом я нашел, что он имеется. Но тут главная суть не в этом. То есть в свое время была такая книжка «Виртуал-алгоритмы плюс данные там равно программа», да, то есть и в ней была приведена целая серия сортировок. Так вот, оказалось, что взяв эти вот, изначально подход вот именно такой, можно было бы за счет наложения различных ограничений на параллелизм вот этого базового алгоритма вывести самые разнообразные алгоритмы сортировки из той книжки. Ну да, притом не последовательные даже, а также параллельные. Вот если мы на каждом шаге, то есть сравнивать будем не все со всеми сразу, а все с одним элементом, да, мы получаем автоматический квиксорт, притом параллельный квиксорт. Ну а дальше его можно сделать из него последовательный, как говорится, последовательное сравнивание. Если мы сравниваем на каждом шаге только пары, да, другое ограничение наложим, мы получаем обычную пузырьковую сортировку, параллельную. Сортировка слиянием тоже один из эффективных алгоритмов получается вот из этого алгоритма. Там, в принципе, он приведен в статье, но здесь я на нем не останавливаюсь, потому что здесь мы говорим о том, что я выкладываю общие, как говорится, идеи, которые вокруг этого крутятся, но не все остальное. Еще один, мне кажется, интересный момент, связанный со синхронностью, и вот вообще я считаю это достаточно перспективным с точки зрения описания параллелизма, заключается в следующем. Вот та каскадная схема и суммирование, которое приведено вверху, да, в правом верхнем углу, да, или в левом. Мы видим, что если у нас есть готовый массив, да, мы начинаем складывать его как бы каскадом, получая в конце результат. Но бывает такая ситуация, что данные поступают в этот массив в разное время, с разных мест, так? И тогда сложение может идти в таком вот режиме. Мы сложили то, что поступило, если успели, загнали обратно куда-то этот массив на сложение снова с теми элементами, которые есть, а каждый новый, получается, мы добавляем и складываем последовательно. По идее, это можно выразить вот в самой нижней схеме, которая выкладывается во что? То есть в то, что у нас данные мы сможем складывать в мере поступления и загонять промежуточные результаты в ту же очередь, да? То есть некоторая синхронная очередь, притом она не упорядочена с точки зрения того, как данные у нас, например, в начальном массиве были. Ну, эта задача просто связана с тем, что порядок не столь важен. Получается некоторый такой асинхронный список, который выхватывает только что поступившие элементы, обрабатывает их, и дальше идет свертка. И тут возникает интересный момент. Интересный момент заключается в том, что если скорость поступления данных гораздо медленнее, чем скорость обработки данных, да, мы получаем последовательное вычисление. То есть идет динамическое изменение параллелизма. Если данные поступают со скоростью, которая у нас эквивалентна скорости большей, да, например, вот как на втором рисунке, то есть данные поступают где-то в 2 раза быстрее, чем идет обработка. У нас получается, что параллелизм сразу автоматом идет до 2. А если данные уже все поступают, как говорится, мгновенно, или берутся откуда-то из готовых данных, то, по сути дела, данный алгоритм будет эквивалентен по скорости с каскадными. Это вот полезно, мне кажется, в каких архитектурах? Ну, в параллельных архитектурах, где асинхронизм данных, а особенно в современных во всех архитектурах, порядок, как говорится, их выборки за счет того, что ограниченный размер каналов, там ограниченное число ресурсов, управление может вестись именно, ну, в более позднем сейчас названии это некоторый поток, да, который вот как раз
управляет вот этим асинхронным поступлением данных. У него помимо этого есть еще один интересный момент. Этот момент, ну, здесь я привел программу от вычисления факториала. Ну, есть список, на вход поступает, как только поступил один элемент, мы его выбираем, ждем второй, то есть он поступает, мы начинаем выполнять операцию выполнения и рекурсивно снова, как говорится, ожидаем все остальные элементы. И при изменении скорости они у нас как раз образуют с разным уровнем параллелизма вычисления. Идея, вот, например, при вычислении может быть следующая. То есть сначала идет перемножение элементов, то есть это скалярное вычисление векторов, по-моему, здесь приводится. Да? Первая функция, например, берет данные откуда-то из двух списков или двух векторов, начинает их складывать в асинхронном режиме и передавать, пока все данные еще не поступили, она может в выходной асинхронный список перебрасывать данные. А дальше эти данные, например, той же самой функции сложения, которая была раньше, они могут также складываться. Получается, что автоматически вот на языке, который вроде бы не предназначен для описания подобных алгоритмов, образуется конвейеризация, то есть одновременно работать две функции начинают. По идее, таких алгоритмов тоже достаточно много, и в зависимости, опять-таки, от уровня параллелизма, они с разной степенью, этот конвейер будет асинхронно работать. Ну, я говорил изначально, что одна из идей все-таки создания подобных языков – это использование таких программно-формирующих операций или операторов, которые бы позволяли вот более эффективно описывать параллелизм, именно потоковый параллелизм. И здесь он тоже используется вот как раз для того, чтобы дальше, например, вот, вычислять различные вещи, связанные, например, вот, с использованием факториала и прочих вещей, то есть со сложением и умножением. То есть, ну, более подробно, наверное, имеет смысл потом рассмотреть. Следующий момент вот как раз. Это связано с тем, что мы решили, то есть, как говорится, и проанализировали в свое время, то есть, что у нас, что можно вот как раз обеспечивать формальную верификацию программ на данном языке проще, чем, например, это делается в императивных и других системах. Ну, во-первых, все данные используют принцип единственного использования ресурсов, а следовательно, единственного присваивания. Следовательно, каждую на графе точку мы можем разметить своими условиями корректности. И исходя из этого, то есть используя тот же самый механизм, как тройки Хора, формальной верификации, разметить граф и по этому графу получить, как говорится, постусловия, предусловия и все промежуточные состояния, которые там имеются. То есть рекурсия и цикл в данном случае обрабатывается примерно точно так же, и вот доказательства конечности и всех других условий, которые связаны вот с этим механизмом, то есть они проходят, на наш взгляд, гораздо достаточно просто, то есть не сложнее, чем это делается на уровне там, последовательных схем, но это делается уже для параллельных схем. Идея заключается в том, что сначала мы пишем максимально параллельную программу, потом мы ее можем отлаживать. Отладчик тоже был разработан и реализован, в принципе, отдельно для второй схемы. То есть дальше мы можем после этого, то есть или тестировать, делать верификацию. И вот разные инструменты по этому поводу тоже отрабатывались, которые позволяли вот как раз не автоматизировать формальную верификацию, это очень сложно, и, по-моему, никто этого не достиг, но инструмент, который позволял все эти правила и выводы выстраивать в некоторую базу, вот в свое время, то есть у меня девочка защитилась как раз вот где-то в этом году, в мае, вот она вот реализовывала, и как раз можно любой граф таким образом размечать и получать, как говорится, еще одно направление исследований. Вот, как мы сегодня говорили, больше по направлениям исследований. Другой вариант, тоже достаточно такой забавный, заключается в том, что мы можем описывать логику комбинационных схем. Ну, вот здесь просто я привел пример того, что я описал, например, некоторый одноразрядный сумматор. Описав этот одноразрядный сумматор, я, по сути дела, имею его эквивалент в логическом представлении на уровне соответствующей схемы. Да? Дальше. Я могу с помощью этого сумматора описать двухразрядный сумматор, да, то есть настроить его, и, следовательно, на выходе можно получить, в том числе и в HDL компилировать, получить схему более сложную. Могу описать M-разрядный сумматор. Ну и вот в этом направлении, то есть тоже можно смотреть, как, используя его, то есть можно строить различные комбинационные схемы. Дальше не только что их строить, а еще что комбинационная схема это в конце концов выражается в огромный объем, который никуда не помещается. И еще одна из основных идей – это трансформация вот этих схем в автоматную, то есть как бы применение архитектурно-независимого программирования в данном случае на уровне вот этих базовых элементов, мне кажется, тоже возможно. Ну, уже не у меня
использования для построения вот этих технологических траекторий с помощью данного языка в Красноярске тоже скоро планируется защита такой диссертации. В принципе, куда это выражается, это вот из рабочих слайдов последний. Это разработка статически типизированного языка, то есть то, что, по идее, уже начали, где-то даже описали его, то есть всякие идеи там, что упрощает, с одной стороны, семантику, а следовательно, и доказательства, то есть формальную верификацию и прочие моменты, ну и главное, трансформацию. Для того, чтобы внутри облегчить, есть идея создать бестиповое представление на той же самой модели вычислений, но она несколько отличается от базовой, потому что статическая типизация вводит свои ограничения. Разработка методов трансформации, как раз программ в архитектурно-зависимое представление. В данном случае, пока большей частью реализована в последовательная вещь, то есть тот же самый C++ с динамического языка, при определенных ограничениях мы это делаем. Ну и есть вот в HDL кое-что трансформируется. Ну и формальная верификация. И одна из идей, мне кажется, вот еще тоже интересно, это попытаться построить на данном языке методы вот именно автоматизации программирования, то есть которые строятся то же самое сейчас на последовательных языках с использованием нейросетей и всего прочего. Ну вот примерно все у меня. Дальше уже просто такие слайды, которые... Спасибо. Так, главное рукой не махнуть сильно. У меня есть вопрос про... Точнее, даже не вопрос, а уточнение по поводу циклов в DataFlow архитектуре. Если правильно я понимаю, что это циклы представлены в виде рекурсии? Да. Что происходит, если у нас рекурсия бесконечна? Получается... Ну вот здесь как бы есть два традиционных пути, да, и один из них мы просматривали. Самый простой путь, как это делается во всех функциональных языках. Мы делаем хвостовую рекурсию, да. То есть как здесь с параллелизмом, это возникают проблемы. Другие варианты поисследовать, может, какие-то специализированные схемы, которые поддерживают параллелизм, здесь можно посмотреть, реализуются они или нет. Но вот публикация о том, что как преобразовать хвостовую рекурсию, то есть у нас, в принципе, выходила такая вот для этого языка. Но это стандартные подходы. Из DataFlow они тоже работают. То есть принципиально получается, что мы как делаем? То есть преобразовывали в итерацию на верхнем, то есть когда проходит, как говорится, один вот этот вызов до рекурсивного вызова, наверху просто выставляется некоторый набор для обратной связи, для возврата состояния, куда это все вернется и по новой будет выполнять. Так как рекурсивная схема последовательная получается, то есть хвостовая рекурсия, то здесь проблем не возникает. Ну вот я не знаю, вот когда я пишу, например, компилятор, да, левую рекурсию, я спокойно преобразую в итерацию. То есть там тоже проблем нет, я строю конечные автоматы, точно так же, как и с правой рекурсией, с хвостовой. А вот когда рекурсия в середине, ее, естественно, уже не построишь. Нужно строить либо рекурсивные вызовы, либо стековую машину. А стековая машина — это опять-таки, как говорится, тот же самый рекурсивный процесс, который заполняет память. Здесь с параллельной рекурсией, ну, те же самые вопросы, они, естественно, возникают. То есть, поэтому тут надо смотреть. Но есть один маленький нюанс, который вот я уже говорил, да, это вот эти асинхронные списки, которые позволяют большую часть вот как раз программ, да, написать с помощью правой рекурсии и в то же самое время, входя в нее, обеспечивать именно при необходимости замену на циклические вычисления. И сама по себе, если там не нужно где-то что-то заменять, то возникают как бы вопросы, связанные с тем, что, входя в эту рекурсию, мы просто распараллеливаем, пока у нас есть ресурсы. А дальше просто ограничилось за счет того, что начинает динамически не хватать ресурсов и всего остального. Один из вариантов в свое время, который мы пытались посмотреть в этом плане и поисследовать, заключался еще в варианте таком. Мы можем написать несколько разных алгоритмов выполнения нашей задачи, да? Ну, один с хвостовой рекурсией, другой с параллельной. Если ресурсы есть, мы запускаем параллельно. Если ресурсов начинает не хватать, то переключаемся на другой алгоритм. Но как-то дальше это не пошло. Ну, а после динамического как бы я вообще про это забыл. Друзья, есть просьба. Егор, может взять вот этот микрофон второй. Пусть, как его зовут? Пусть Андрей перезадаст вопрос. Как пишет эта штука? Жабра пишет. То есть она хорошо все уже пишет. У меня вопрос, Александр Иванович, на 20-й слайд можете сказать?
О, я же их пронумеровал. Еще 28-й. 7-8. Просто снизу нолик оказался. Если я правильно понял, то квадратные скобочки означают, что это то, что внутри них Да. параллельно. Да, это аксиоматически это параллельный список, он так и называется. Да, а вы сказали сначала, что хорошо бы сделать язык, в котором параллелизм был бы скрыт, чтобы программисту не нужно было указывать, что что-то будет выполняться параллельно. Здесь же получается, что программист сам задает этот параллелизм. Нет, но мы говорим о data flow потоке, да, а параллелизм мы здесь как задаем? То есть мы его задаем для того, чтобы показать именно асинхронность вычислений. То есть вот тут как получается следующее. Когда мы говорим, например, об это меньше либо равно, либо больше, да, вот здесь, у нас это разваливается на две независимые операции. У нас же они все равно есть. Одновременно выполняется над меньше либо равно и над больше либо равно, да? Сама машина не может это понять. Да, ей нужно это сказать, потому что это алгоритм. То есть здесь, как говорится, либо это говорить как? Говорит, мы пишем последовательно программу, а потом ее распараллеливаем, да, либо мы сразу, вот то, что вот я говорю, концепция другая. Мы пишем максимально параллельную программу, то есть наша основная идея, мы написать программу максимально параллельной, а потом уже сжимать ее параллелизм под ресурсы. Как вы думаете, возможно иметь язык, в котором бы все скобочки были бы круглые, а сам компилятор или машина понимала, какие из них выпадают? Я думаю, что нет. Нет, потому что как раз об этом думал. В свое время, когда искался синтаксис, я и Lisp смотрел в этом плане. Но здесь, если возникает, ну, как бы простой момент, да, такой, что это вот как раз идет из распараллеливания последовательных программ, вся эта идея того, что это невозможно получить в эффективном режиме. То есть это еще как раз, когда Воеводин старший был, мы в Ярославле ездили к нему. То есть, и у них они говорят, вот мы распараллеливаем определенный процент программ, да, то есть, потому что дальше возникает ограничение. А я с ребятами говорю, а вот если мы будем писать программу в таком образе, новый параллелизм появился, да, для них. Потому что, когда мы пишем программу и не задумываемся о параллелизме, мы навсегда ее сжимаем параллелизм тем или иным неявным образом. Даже если мы пытаемся потом построить информационный граф по этой программе, то он получается искаженным за счет того, что там используются ограничения вот, аксиоматические в рамках тех идей и задач, которые решаются. То есть там трудно вытащить максимальный параллелизм, если она каким-то образом на это не рассчитана. То есть круглые скобочки, да, я говорю, этот вопрос просматривался. То есть, ну, круглые скобочки, это говорит сразу здесь о чем? Что мы имеем, по сути дела, слияние, join управления. То есть где-то мы распараллелили, сделали форк, да, идет. А здесь получается, вот как раз эта идея была какая? То есть у нас идут параллельные потоки, и они могут дальше идти. Где-то внутри, за счет аксиоматики, у нас может получиться, что мы на выход даем параллельный список по результатам того, что у нас получается множество разных результатов. И мы должны их выполнять. А потом вот возникает такой вопрос, вот, да, вот здесь вот даже. Может быть, это как раз и последовательность, например, круглые скобки выражают, там, где вот мы, например, здесь задаем операции. А квадратные говорят о том, что да, выполнить параллельно вот все сразу. То есть тут как бы сам принцип параллельного программирования, он остается. То есть мы должны параллельно программировать, но пытаться при этом максимально параллельно программировать. То есть это как бы идет вот с другой стороны. Вот. Последовательное программирование, неограниченное параллельное программирование, между ними вот эти разные слои, которые вполне возможны за счет того, что мы учитываем разные другие хитрушки, какие-то ограничения или какие-то идеи. То есть тут менталитет просто, как бы взгляд меняется, просто по-другому начинаешь думать о программах, когда начинаешь вот именно предлагать разные варианты. Может, какие-то еще интересные моменты, если так вот дальше покопаться, там тоже можно найти. В частности, я просто тогда раз затронулся, есть время у нас? Тут суть как бы такая была. Вот последняя идея у меня такая. То есть вот мы имеем функции, да, обычные функции. Функция, которая обрабатывает заданное число аргументов, которые туда поступили, и они в какой-то момент одновременно поступили, и мы начали их обрабатывать. Да, вот тот же самый список x1, x2. Но почему бы здесь вот не поставить скобки и сказать, на функцию плюс они поступают асинхронно. Да, раз они поступают асинхронно, x, например, 1 появился, у нас эта функция запустилась, и где-то ждет второй аргумент. То есть асинхронность вычисления вот, в таких ситуациях, она тоже возможна на больших функциях для того, чтобы предварительно уже начать что-то вычисление. Почему я начал именно с динамического языка разработку? Там была еще одна простая идея.
Идея такая, что если у нас какие-то данные заранее известны, он может произвести частичное вычисление, сохранить этот образ до того, как запустится программа. Например, типы данных. Типы данных появились, по графу они уже прошли, поменялись, дальше эти условные операторы исчезли. Но это, по сути дела, вот как шаблоны, да, и метапрограммирование, да, вот, они напоминают примерно такие вещи, которые тоже можно вот в языках динамической типизации реализовать. То есть идей много, но вот надо чего-то выбирать всегда из-за ограниченных ресурсов. Слушайте, можно вопрос по поводу интеграции вашего подхода с архитектурой на уровне железа? Были какие-то попытки интегрировать, допустим, в лиф, то есть что-нибудь типа Эльбруса или Тани с архитектурой, которая поддерживает возможность, возможность прилив на уровне инструкции? Нет. Ну, у нас идеи вот какие. Когда вот мы делали второй компилятор, одна из идей была реализовать многопоточность, да, то есть реализовать интерпретатор на уровне многопоточности, да, то есть каждая функция выполняется последовательно, а каждая выполняется в своем потоке, то есть, ну, пул потоков, как обычно. Дело в том, что в низкоуровневой, ну, просто у нас не такая там большая группа была, и каждый занимался своими делами, а потом разбегался на разные халтурные дела, как это обычно всегда делается в небольших коллективах, то есть в свободно собираемых. И вот поэтому там особо нечем было стимулировать, будем так говорить. То есть самому больше приходилось делать, чем другим. Но вот один из ребят, который тоже сейчас выходит на защиту, да, у меня из оставшихся там в Красноярске, он занимается тем, что транслирует операторы этого языка, трансформирует в C++. То есть более низкий уровень, как бы просто физически не было у нас возможности им заниматься и разбираться. Но даже LLVM это уже сложная проблема, если так вот говорить, если туда закопаться. Вообще есть какие-то идеи, может помочь? Идеи, я думаю, это не... Лучше генерировать код, потому что там есть проблема, я понимаю, именно с тем, что компилятор, именно с тем, что компилятор для традиционных языков не всегда генерирует оптимальный код. Да. Но вот, во-первых, из-за последовательности он не всегда оптимально генерирует. Во-вторых, а здесь проблема какая? То есть каждая архитектура опять-таки имеет свои особенности, да, и вот это сжатие параллелизма, которое там есть, оно вроде бы по графу позволяет более гибко, уже если мы граф написали максимально параллельным, туда пойти. Но какие там есть нюансы, например, связанные вот с влив архитектурами, да, то есть с тем же Эльбрусом, это просто надо специально смотреть и заниматься этим специально. Ну, то же самое, и даже обычные многопоточные системы, они там имеют свои ограничения. Так. Кто-то еще? Кто-то онлайн что-то спрашивал. Коллеги? Ну, говорю, здесь идей-то много, а вот вопрос... А? Я в чате нет никого. Кто-то хотел спросить онлайн, но потом перебили. Обиделся, ушел. Но мы уже в овертайм, Александр Иванович. Так что спасибо. Хозяин, барин. Спасибо большое вам. 1,5 часа. Все. Не утомил? Всем спасибо. Нет, очень интересно было. Всем пока. Видео выложим.